Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать, как связать вот такую широкую резинку. У меня 6 на 4. Я покажу два способа: для более тонкой нити и для более толстой. Такой резинкой я, например, вязала шапку. Кстати, у меня есть отдельное видео, как связать шапку-резинку. Посмотрите его. Начнем с первого способа, который подходит для более тонкой нитки. Выставляем все иглы, которые нам необходимы, полностью. Сдвиг нижней фантуры на H5. Каретки настраиваем как на первый ряд обычной резинки. То есть здесь единички, плотность на 0. Боковые рычажки верхней фантуры на кругляшочек. И здесь как на вязание глади. Все, проводим сначала один ряд. Как обычно, навешиваем оттяжную гребенку. Выставляем сразу плотность, на которой вы уже будете далее вязать. У меня нить 800 метров на 100 граммов, и я поставлю плотность 2 на верхней фантуре и 4 на нижней. На нижней каретке ставим 0 и проводим еще один ряд. Теперь, как при вязании обычной резинки, на S верхнюю проводим сюда. Снова возвращаем на вязание глади и опять проводим. Все, теперь нам нужно сделать разбор. Сколько вы хотите? 5 на 5 резинку или там 3 на 5. Например, я сделаю 6 на 4. Просто переносим. Крайнюю петлю я сделаю одну с краю. И потом просто переносим туда, где мы хотим вязать петли. Например, сюда. Здесь у меня будет 6, а на нижней 4. Таким образом переносим все иглы. Так вот, все, я сделала разбор. Сейчас нам нужно сдвинуть нижнюю фантуру до P5. То есть, что получается, если мы так оставим вязание, то здесь будет образовываться такая, в общем, дырка некрасивая. Нам нужно нижнюю фантуру сдвинуть на P5. Тогда все будет ровно и красиво. И на нижней каретке 0 вернуть на единичку. Все, вперед, можно вязать. Второй способ отличается только тем, что мы расклад делаем для более толстой нити через одну иглу и нижнюю фантуру ставим на P5. А так все то же самое. Устанавливаем большую плотность. Если, соответственно, если у вас более толстая нить, то и плотность вам нужно поставить побольше. Все остальное пока точно так же. Теперь нижнюю фантуру мы больше не сдвигаем. То есть она у нас остается на P5. И здесь мы выставляем резинку, как нам нужно. Например, не знаю, 5 на 3, например. Например, здесь у меня будет 5, сверху будет по 5, а снизу по 3. Так, 1, 2, 3, 4.
5. Сверху 5. И таким образом все выставляем, и все, можно вязать. Большое спасибо, что посмотрели до конца. Вот ссылка на видео по вязанию шапочки. Там все будет понятно, и вы сможете связать шапку широкой резинкой. По-моему, это выглядит очень здорово.